Всем привет, продолжаем играть в Morrowind. Находимся мы в поместье Велас. Вне записи я изучил внимательно дневник и понял, что квест этот как бы развивается по ступеням, а я старался перескочить через несколько ступеней сразу. Нам всего лишь нужно отнести вот эту вот газету «Доступный язык» Тиениусу Делитиану. Также вне записи я тут прошерстил все полки, продал все это барахло ближайшему ростовщику. Вот, убрал труп. Давайте возьмем нашего наемника с собой. Я, конечно же, починил его броню, перезарядил меч. И мы бежим не сюда. Мы бежим во дворец. Хотя какая разница-то, действительно. Все равно обходить. И в тронный зал. Приемная. Тронный зал. Доложим. Ты нашел источник слухов о смерти короля Литана? Кстати говоря, источником слухов послужили сами ординаторы. Но это и не удивительно. Ординаторы служат Аль-Малексе. И, в общем-то, их фракция заинтересована в том, чтобы правда, в их понимании, дошла до людей. Спасибо, что принес этот экземпляр доступного языка. Да, похоже, именно это является источником слухов. Хотя я не вижу источников или доказательств для таких предположений. Просто туманная ложь. Спасибо тебе, очень хорошо. Я расскажу о твоем верном служении и выдающихся способностях королю Хелсету. Я полагаю, мы могли бы дать тебе еще одно задание. Например, нам недостает источников информации в храме Аль-Малекси. Не мог бы ты помочь мне найти информатора в храме? Нам нужен источник информации. Так, понятно. Ходят слухи о недовольстве в храме. Направляйся в храм, попробуй найти там недовольных, выслушай их сочувственно и выясни, готов ли храм принять короля Хелсета или, может быть, храм планирует действовать против него. Спросить, является ли король Хелсет верным последователем храма. Король объединился с храмом, когда прибыл в Morrowind несколько лет назад, но храм является врагом империи. А король Хелсет имперец во всех смыслах этого слова. А теперь ты поможешь нам найти информатора? Да. В общем-то... Да здравствует король. Давайте нашего наемника оставим здесь. В этом задании нам наемник не понадобится, я думаю. Применяем вмешательство Аль-Мсивия. Вот он, собственно, и храм. А давайте спросим вот у этой подруги. Никакого благословения мы получать не будем, но, к сожалению, нам здесь при разговоре с любыми NPC придется повышать отношения. Вежливо она говорить не хочет. Придется давать мелочь. Ну, красноречие растет, это радует. Кто ты? Я Мехра Галас, целитель и адепт. Мое место работы храм. Отлично. Что насчет недовольства в храме? Конечно же, в храме есть недовольство. Недовольные есть повсюду. Почему их не должно быть здесь? Подробно она говорить отказывается. Так. Вот ответственный чувак. Относится к нам гораздо лучше. И убедить его будет проще. Но он сразу же меня вербует. Говорит, что ты пригодишься нашей леди. И это так. Смерть короля Литана. Кто может сомневаться, что Хелсет ответственен за смерть Атина Литана? Хотя из страха немногие отваживаются говорить открыто. Я думаю, ты найдешь
что большинство данмеров в Марнхолде убеждены, что Литан был убит, чтобы расчистить дорогу для Хелсета. Конечно же, я сомневаюсь, что это можно доказать. Хелсет слишком умен, но никто не сомневается в том, что именно так все и было. Настали трудные времена, и они принесли множество страданий, повсюду враги. Да, есть недовольные, но наша вера в Альмалексию, Мать Всего Сущего, исцеляет наши души и поддерживает нас. Но нам рано или поздно все равно придется брать эти задания, поэтому давайте. Я всегда помню о тех, кто может услужить нашей Лиде Альмалексии. Немногие способны на это. Храм и город охраняются высшими ординаторами, а руки выполняют задания для Леди. Я ее главный распорядитель, Федрис Хлер. А теперь, если ты хочешь быть полезным, мы можем обсудить кое-какие вопросы. Возможно, ты уже встречал юного короля Хелсета Хлаалу. Это беспечный человек, он недостоин восседать на троне, но все же он обладает правом наследования. Леди должна внимательно присматривать за этим королем, чтобы он не сделал чего-нибудь, что нанесло бы вред храму, нашему великому городу или даже всему Моровинду. Вот, например, сейчас есть опасения по поводу новых рекрутов, которых обучает Хелсет. Регулярная армия не является чем-то новым для города, хотя в этом и нет никакой необходимости. Марнхолм защищен своими стенами от угрозы извне и нашей леди Альмалексии от угрозы изнутри. Ну, иронично, конечно, это звучит, зная наперед. Не думаю, что для кого-то секрет, что произойдет в итоге. Однако никто не сомневается, никто не осмелится организовать атаку против него, против города. Все же, согласно традициям, у короля должна быть армия. Но, как нам кажется, Хелсет собирает совсем другую армию. Армию гоблинов. Грязные, злобные существа. Неудивительно, что Хелсет выбрал их в качестве своих пехотинцев. Я знаю, что гоблины обучаются где-то неподалеку, хотя и не знаю, где именно. Поспрашивай в городе о гоблинах. Кто-нибудь наверняка слышал что-нибудь о них. Я хочу, чтобы ты нашел место обучения гоблинов. А когда ты найдешь их, убей предводителей, их должно быть двое. Обезглавь эту армию, и она рассыплется, как скрип. Ты также можешь попытаться избавить город и от 2 альтмерских учителей гоблинов. Угу. Если ты сможешь выполнить эту задачу, леди будет очень довольна. Насчет учителей. Традиционно альтмеры используют гоблинов для усиления своих армий. Почему, я не знаю. Ходят слухи, что Хелсет нанял 2 альтмеров для обучения своих армий гоблинов. Но этим мы займемся чуть позже. Давайте все-таки искать недовольных в храме. Так, а здесь мы можем пройти? Можем. Хорошо. Ты что скажешь? Мне что-то показалось, что он скажет: да пребудет с тобой сила. Так, но она что-то совсем не настроена разговаривать. Даже деньги не берет. А что я повысил? Красноречие, все правильно. А почему деньги-то ты не хочешь брать? Вот, 100, нормально. Это всяко дешевле, чем платить за обучение красноречию. Так, про жрецов-отступников неинтересно у них спрашивать. Вот недовольство. Я верный последователь, но Альмалексия тревожит меня. А за последние 50 лет трибунал перестал появляться среди нас, перестал слушать нас и говорить с нами. Это беспокоит и печалит меня. Может быть, наши боги покинули нас? Может быть, они стали слабы? Но с тех пор, как Альмалексия недавно появилась среди нас опять, я волнуюсь только больше. Ее лик излучает надежду и силу, но слова мрачны и горьки. Выслушаем сочувственно. Проповеди Альмалексии полны сострадания, понимания, мудрости и признания. Но теперь ее проповеди стали более нацеленными на уничтожение зла, наказание глупости и вознаграждение верности. Безусловной, послушной верности. Да, настали тяжелые времена, а в трудные времена, чтобы выжить, должны быть, видимо, мы должны быть твердыми. Я страшусь ослабления своей веры, но Бог, которого я когда-то любила, теперь пугает меня.
Хелсет убил короля Литана и захватил его трон. Не имеет значения, что король Литан был дураком, но он был нашим дураком. Пока марионетка-король был объектом насмешек, мы все могли смеяться и игнорировать его. Хелсет не дурак, и никто больше не смеется. Если Хелсет действительно всерьез решил стать королем, тогда Альмалексия и храм всерьез клянутся уничтожить его. Дневничок у нас дополнен. И, в общем-то, я думаю, что это можно уже и доложить. Давайте воспользуемся вмешательством. Так. Казармы стражи. Приемная, по идее, здесь. Да. Правосудие никогда. Правосудие никогда. Галса Андрана высказалась откровенно, и судя по тому, что ты говоришь, это похоже на правду. Ты хорошо обработал ее. Храм, похоже, понимает, что король Хелсет не удовлетворится ролью марионетки, как король Литан, и планирует действовать против нас. Очень хорошая работа. Королю будет доложено о твоем верном служении. А теперь ты можешь помочь нам еще в одном вопросе. Короля беспокоит возможное предательство в рядах стражи. Я заменил большинство из стражей прежнего короля на более надежных людей, но мне пришлось сохранить некоторых опытных стражников, и я не уверен в их преданности. Сделай вид, что ты хочешь присоединиться к королевской страже. Это будет достаточным поводом, чтобы поговорить с ними. В разговоре ты должен выяснить их настроение и попытаться найти доказательства их нелояльности. Если ты обнаружишь какие-либо признаки измены или нелояльности, естественно, нужно доложить. Давайте спросим, кто именно вызывает подозрения. Я не совсем уверен во всех стражах прежнего короля. Эва Атрилоте, Евулиния Ирана и Алери Арен. Никто из них не блещет умом. Да, у них может хватить ума, чтобы задумать измену, но я надеюсь на то. Но надеюсь не на то, чтобы скрыть свои доказательства. Понятно. Да здравствует Собственно, ребята эти стоят здесь. И прежде чем с ними говорить, тоже нужно повысить... Ой, блин. Забыл, что я заклинание-то сменил. Ну ничего. Сегодняшняя серия, видите, в основном стоит такая пока что из беготни. Но сейчас мы с этим заданием закончим и отправимся искать гоблинов и их учителей. Так. Спросить о короле. Хелсете. Так, ну здесь вроде бы все в порядке. Дальше идем. король. Я не буду все это зачитывать, с вашего позволения. Здесь, в общем-то, не так важно это все. Вот. Я очень горжусь тем, что служу королю Хелсету и королеве Берензии. Да, именно так, как я сказал, это честь. И дневник почему-то дополнен. Когда я спросил Евулина Ирана о короле Хелсете, он выдал хорошо заученную и не очень правдоподобную звучащую речь. Возможно, он просто плохой оратор. Но может статься он не очень искусный лжец. Так, и третий персонаж тут должен быть... А где третий? Кажется, у тебя все в порядке. Видимо, не здесь. Значит, нам нужно в казарму теперь. Покой Хелсета нам не нужно. Правосудие никогда не требует. Правосудие никогда не требует. Да, отойди ты, боже мой. Казармы. Нижний уровень нам пока не надо.
Склад тоже не надо. Видимо, через улицу придется идти. Это у нас, по идее, храм. А вот здесь казармы, да. Нам нужно подняться на второй этаж. Правосудие никогда не дремлет. Чего тебе Вот, кстати, нужно? с этой подругой тоже надо поговорить. Так, повышаем отношения и разговариваем. Тут ничего интересного. Отойди, блин. Так, здесь у нас живут эти все стражники, и вот мы видим, что это постель вот этого Евулена Ирана, который подозрение вызывает. А у него есть экземпляр газетки «Доступный язык» и записочка. Любопытная копия расписания нарядов стражи за последние несколько недель. Почерк мелкий и почти неразборчивый, с частыми орфографическими ошибками. Но 3 имени всегда написаны правильно. Милвела Дрален, Эволен Ирана и Алери Арен. И часы, когда эти стражники оказываются единственными стражниками в тронном зале, подчеркнуты дважды. Так, ну, вскрывать сундуки мы, наверное, с вами не будем. Смысла в этом большого нет. Хотя вот этот вот сундучок можно вскрыть без палева. Давайте попробуем. Интересно. Я не помню, что здесь лежит. А тут ничего особенного. Воровать так уж и быть не будем. Все эту мелочь тырить. Но почему-то сундуки, смотрите, бесхозные совершенно. Чисто прокачка. Ну вот юбочка интересная. Да и ремешок дорогой. Изящный, но цена 80 это максимальная цена. Как и за юбку, собственно говоря. Пожалуй, вот это добро я возьму. Нам оно пригодится. Опять же, мы же служим тоже королю. Как бы. Чего тебе нужно? А вот эти вот сундучки уже заперты. Ну что, мы узнали все, что нужно, поэтому выходим вниз. Нужно. И на выход. Склад. Приемная. Правосудие никогда не дремлет. Правосудие никогда. Да блин, отойди ты с дороги. Ты нашел какое-нибудь доказательство предательства в рядах стражи? Записи, что ты нашел, сделаны рукой Эволена Ирана. Он отметил часы, когда... Ну, это мы уже знаем. Я полагаю, что мне стоит изменить расписание нарядов, чтобы предотвратить такую возможность. И мне придется внимательно наблюдать за этой троицей. Отличная работа. Ты принес мне вещественные доказательства предательства. Теперь же мне нужна твоя помощь в поисках доказательств заговора против короля среди знати Хлаалу. Сторонники старого короля в рядах Хлаалу не слишком охотно приняли вступление короля Хелсета на трон. Возможно, они думают, что другой кандидат из Хлаалу, например, был бы лучшим выбором. Возможно, у них даже есть какой-нибудь план выражения таких предпочтений, но если даже и так, я сомневаюсь, что они будут открыто заявлять об этом. Но, возможно, тебе стоит обыскать поместье Литан в поисках документов, дневников или других вещественных доказательств таких планов. Что нам насчет охраны? И это вопрос, который ты должен изучить. Сейчас в поместье Литан живет только вдова короля, Равани Литан. Также там могут находиться стражники. Возможно, тебе стоит выразить свои соболезнования вдове и попутно хорошенько осмотреть все вокруг. Хорошо, этим мы займемся, но позже. Здравствует король, сэра. Сейчас у нас есть, наверное, резон наведаться по поводу армии гоблинов. Значит, Федрис Хлер нам это поручил не так давно. Но искать их, наверное, лучше всего как раз под дворцом. Задание сработает. Я же ему говорил. Поэтому мы берем своего наемника и отправляемся прямо вниз. Прямо здесь.
Чё, где он там? Топает. Так, ну здесь у нас куча контейнеров. Обыскивать я все это добро не буду, чтобы вас не утомлять. Сохраняемся и заходим в канализацию. Здесь мы уже бывали с вами. И где-то здесь вот как раз мы и встретили первых гоблинов. Вот, собственно. Они еще не отспавнились. Так. Да, вот сюда вот нам надо. Наверное. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Блин. Район поместий. Да, ну тут мы были с вами по заданию самому первому. Очевидно, что нам не сюда. Поэтому возвращаемся. Канализация дворца. И пройдем куда-нибудь в другую сторону. Так, здесь у нас завал. А куда? В какую, собственно, другую сторону, когда мы уже... А, вот. Вот у нас гоблин. Давайте-ка мы вот так сделаем. Вот так вот сделаем. Немножечко душно хватаем. Потому что меч нужно чем-то перезаряжать. Отлично. А хватит ли у меня камней, кстати говоря? Ребята эти идут в великие камни. А у меня таких камней немного. Надо было затариться. Ну ладно. Сохранимся. Ничего ценного у них вроде бы нет. Вот и все. Довольно резво персонаж 5-го уровня валит тут гоблинов. Я, честно говоря, думал, будет сложнее. Может быть, даже и второй наемник нам не понадобится. Западная канализация. Так, ну и время пополнить заряды. Все же. И вот так вот одним камнем. Сохранимся. Идем дальше. Практически на бегу мы все это делаем. Даже и... О, как решил атаковать магией. Даже и алчище здесь не обязателен. Я не отдал ему меч. Точно. Слушайте, вот это я тупень. Меч-то при мне, вот поэтому он магией стал пулять. Давайте призовем Святошу. Вот же, блин. И альтернативного оружия у него никакого нет. Возвращаем. Алчущего убираем. И бежим дальше. Ой-ой-ой. Что-то здесь много ребят. Давайте еще и Дримору до кучи. И Алчущего все-таки призовем. Просто из-за количества. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прибежала. Откуда-то сзади. Хорошо, что я сохраняюсь все-таки. Он вот оттуда прибежал, скорее всего, из этого закутка. Вон он бродит, да.
Давайте подождем наших ребят. И сагаем его. Ой, он тут тоже не один, их тут до хрена. Соответственно, Дремору призываем. Алчущего призываем. И смотрим. Так, а эти что там мечутся? Ну, паралич на всех прекрасно работает. Это замечательно. Это какой-то прокачанный дурзок, видите, с ошейником. Давайте-ка захватим его душанку. Это мистицизм подрос. Так, Святоша пропал. И алчущего замочили. Боевой дурзок. Че он там по душе? Ну, а дурзок, он, видите, слабенький. В принципе, их можно было бы позахватывать, но камней катастрофически мало у меня. Сейчас они, скорее всего, все уйдут на перезарядку после такой эпичной битвы. Все? Кто еще? Кого-то еще видят. А куда они бегут? Интересно. Бегут так сознанием дела, как будто видят кого-то там. Ну давайте. Давайте только сохранимся все же. Так, а вот этого товарища надо запомнить. Очень скоро он нам понадобится. Все, наконец-то. Давайте сохранимся. И таки перезарядим меч еще раз. Почти полностью он потратился. Вот зачарование 80. Прекрасно. Святошу я по-прежнему никак не использовал. Честно говоря, нет у меня особых идей. Ну и все. И у меня получается 4 великих камня, 3 вот этих и 10 вот этих, но они почему-то не расходуются. Нету таких душ. Так, давайте запомним, что в западной канализации здесь сидит вот этот Хлогар кровавый. Чтоб потрепаться, то уходи. Вот. И продолжим свой путь. Так, здесь вот интересное место. Мне кажется, его надо исследовать подробнее. Ой, как бы не застрять еще здесь. Ну, благо у меня есть же левитация, если что. Так, ну вроде бы я не застрял. Ничего здесь и я не вижу особенного-то. Да, придется левитацию применять, потому что здесь такое место. Заодно смотрим тут верхотуру. Ничего здесь нету. Поэтому движемся дальше. Сохраняемся. Так, и мы пришли опять в канализацию. И мне кажется, мы здесь уже были. Так, это я сделал круг, что ли? Блин. Ну, я пошел за нашими ребятами, они там побежали вот сюда. Сюда нам не надо. Так, здесь что?
Здесь еще один товарищ. Как-то нам надо его избежать. А почему эти не агрятся? Это кто такой? Офицер. Что у него есть интересного? Немножко денег. Сохраняемся. Так. Значит, нам сюда получается, да? Поле боя, да. Знакомое название. И здесь их тьма тьмущая. Здоровяк. Лунный сахар. Но не буду сейчас брать. Ну, жирненькие такие ребята. Весьма жирненькие. Давайте-ка посмотрим. Он опять высадил почти все. Перезарядим. Вообще, конечно, такими темпами нам не хватит камней. Поэтому я пока что не буду захватывать никакие души. И поэкономлю. Пусть он без зарядов побегает. На этих гоблинов, я думаю, ему хватит урона. Так. И сдается мне, что у меня... вот. Все. Но на самом деле зелья заканчиваются тоже. Есть самопальные. Протянем. Так. Давайте пока отзовем алчущего. Так, а я опять, я опять не отдал меч. Да что ж такое-то? Придется ману тратить. А чё, паралич где? О. Ну и дремору до кучи. Надо как-то повнимательнее быть, а то я забываю возвращать меч. Ну, нормально. Нормально справляются. Сохраняемся и чешем дальше. Так, тут трупики какие-то. Камнем привалило его. Придавило. Ага. И вот мы уже дошли до интересного. Обновляем алчущего. О, нифига, алчущего ушатали. Вроде не особо жесткие ребята тут. Так, это у нас офицер. А что у нас тут? А тут ничего. Еще один офицер. Так, ну и нам вот в эту дверь, очевидно. Городские врата. Сохраняемся. Так, ну надо как-то его... Даже не знаю. Сюда иди. Блин, не соображает. Как-то надо его, короче говоря, так телепортировать, чтобы он смог перейти через дверь. Он опять туда бежит.
Печально. Можно взлететь, в принципе. Но тогда он может разбиться. Ну, давайте попробуем. Сохранимся и попробуем. Левитация наша где? Вот она. Так. Что у тебя по здоровью? 78. Ну, нормально. Нормально. Снова сохраняемся и заходим. И обновляем алчище. Хорошо. Очень хорошо. Это здоровяк. Руины арсенала. Но насколько я помню, здесь как бы одно и то же помещение. То есть мы так или иначе туда все равно попадем. Пока что, видите, наш Редгард даже не использует зелье особо. То есть он лечится за счет эффекта меча. Но вот когда заряды в мече кончатся, будет, конечно, не так весело. Руины жилых зданий, замок уровня 100. Но штаны я, друзья мои, выложил. Но у меня есть свитки вроде бы. Разбивателя замков. Так, вот они. Сохраняемся и заходим. А сюда-то нам, может быть, и не надо. Может быть, нам надо все-таки вот туда наверх. Руины арсенала. Давайте посмотрим. А может, и туда надо. Ну что, опять начинается тупость? О нет, телепортировался, нормально. Так. Трое. Давайте призовем Святошу. Помощь. Все, закончились заряды у нашего Редгарда в мече. И пошли в ход зелья, кстати. Вот это плохо. — 78, я напоминаю, пунктов здоровья у него. Хороший дамаг разовый может ему обнулить это здоровье в миг. Сохранимся, тем не менее, у нас все получилось. Гоблин-дрессировщик. Еще один дрессировщик и Дурзок. Дурзога можно было захватить, конечно. Так. Пока что ничего интересного не вижу. Давайте-ка мы облетим тут все. По верхам я имею в виду. В поисках нычек. Пока ничего. Хорошо. Ну и где он? Обновляем алчущего. Сейчас его тут же и замочили. То есть он живет недолго. Да, зелье расходуется. Значит, надо затариться камнями. И захватывать буквально все, что шевелится. Прям буквально все. Потому что без этого печальненько все происходит. Еще один гоблин.
Дамаг, в принципе, неплохой у нашего Редгаза за счет просто урона меча. Но... Так, там наверху я что-то вижу. И проход дальше есть. Тут дверь. Куда эта дверь? Слезы Амон-Ша. Значит, наверное, друзья, мы на сегодня закончим на этой вот оптимистичной ноте. Продолжим в следующем эпизоде. На сегодня это все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.